Спустя целый год с момента выхода видоса про второй гримуар Астерикса, на фоне того, как Юна к гримуару ветра заимел гримуар звезд, настало время наконец-то узреть настоящую магию Асты, показанную уже автором в манге, но мало кто из читателей ее заметил. Да что греха таить, только когда я писал сценарий для видоса про пятый меч главного героя и его способности, вновь перечитывая нужные мне главы, я заметил, что Астой была неосознанно продемонстрирована его собственная магия. И прикол-то в том, что с этой силой теперь легко объясняется скандальный баф антимагии главного героя. Эта ситуация в точности подходит под то самое выражение, когда искал медь, а нашел золото. Так что погнали во всем разбираться. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхву Маньхуа, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, с самого начала манги нам прямым текстом говорят, что Аста не способен использовать магию, поскольку в его теле нет ни капли маны. И тут как бы все верно, и нас никоим образом не вводят в заблуждение, но совсем без способностей в мире магии его нельзя было оставлять, после чего главному герою преподносят антимагию, говоря, что он как бы идеальный сосуд для того, чтобы вмещать в себе силу дьявола Либия. Все это нужно было для того, чтобы Аста имел возможность сражаться с предстоящими противниками. Однако не стоит забывать, что магия — это не то, что может быть вот так вот просто отобрана у человека, ведь она передается генетически от родителей к их потомству. И даже если у Асты нет маны для того, чтобы использовать магию, это не означает, что у него ее нет. Не буду долго тянуть резину и скажу вам, что скорее всего главный герой унаследовал магию своей матери Личиты. Магия этой женщины заключалась в том, чтобы иметь возможность помещать любые вещества или предметы, не имеющие маны, в другие предметы. Но главный герой не мог использовать эту врожденную магию из-за того, что в его собственном теле не было маны. Вернее, он даже не знал, что она у него есть, поскольку Астериксу вбили в голову, что отсутствие маны означает невозможность использовать магию. Вот только это не так, по крайней мере в случае Асты. И для того, чтобы разобраться в этом, нам нужно переместиться в дугу тренировок главного героя в стране восходящего солнца, где, обучаясь технике управления энергией Ки, Аста понял, что с помощью нее он может управлять антимагией в своей теле, как ему заблагорассудится, заставляя ее протекать по телу в точности как ману. Думаю, теперь вы наконец-то поняли, к чему я клоню. Сейчас будет небольшая минутка спонсора, после чего мы продолжим доказывать реальность существования магии Асты на примере манги. Если ты ищешь активное сообщество по Черному Клеверу и в целом по другим тайтлам, тогда залетай на Q-форум, где ты не просто сможешь читать мои переводы глав, но еще сможешь обсудить ее с другими фанатами. Также в сообществе проводятся различные викторины, блиц-опросы, даже поиграть можно в крокодила, мафию, города, ассоциации и даже совместно анимку можно посмотреть. А еще в разделе по Черному Клеверу каждый участник может получить свой именной гримуар, так что не упусти возможность отлично провести свое время, ну а также узнай, какой гримуар тебя выберет. Ссылку на Q-форум ты найдешь в описании под роликом. Теперь, когда мы разобрались в том, что Астерикс нашел способ заменить ману в собственном теле, давайте перейдем к моментам, когда главный герой применял магию Личиты. И вы не поверите, первый такой наглядный момент произошел еще даже до того, как Астер попал в страну восходящего солнца. Это произошло во время сражения главного героя и капитана Черных Быков с одним из темной триады Данте. Тогда, для того, чтобы нанести сокрушающий удар противнику, Ями передал пареньку свою катану, которая, как только главный герой взял ее в руки, он превратил в антимагическую. И уже после того, как битва закончилась, Сукихиро попытался вернуть свое оружие, но осознал, что она полностью стала антимагической, что значит теперь абсолютную невозможность ее использования магом, так как бесконтрольная антимагия будет поглощать ману. Это превращение катаны Кэпа в антимагическую и является первым проявлением Асты применением его врожденной магии, полученной от Личиты. Он неосознанно поместил
поместил не имеющую маны силу дьявола Либе в катану, вместе с этим придав ей новые свойства. А произошло это благодаря тому, что во время этого сражения главный герой заключил контракт с дьяволом, получил взамен своей руки демоническую, что позволило ему высвобождать антимагию из собственного тела. Для того, чтобы укрепить ваше понимание, что это была именно демонстрация магии помещения Личиты, дадим ей пока такое название, так как официально нам еще не говорили наименование этой магии. Так вот, для того, чтобы удостовериться, что это была именно магия помещения, стоит взглянуть на то, как другие чародеи применяют магию к своему оружию. И самым наглядным примером будет один из приемов Сукихира под названием меч, окутанный тьмой. А ведь неспроста здесь используется слово окутанный чем-то, поскольку в мире черного клевера никто не может напитать имеющееся оружие, соответствующее собственному типу магии. Такую же ситуацию мы видим и в стране восходящего солнца. Тамошние маги, которые намного превосходят остальных в контроле собственной маны благодаря управлению Ки, также окутывают свой клинок магией собственного типа, а не напитывают его. Так что Аста именно что поместил в катану Ями антимагию, демонстрируя применение магии помещения Личиты, используя только в этом случае как катализатор не ману, а силу дьявола Либе, которая теперь полностью подвластна главному герою. Но кто-то может возразить, а как же меч Юна или мечи света Лихта и Люмьера? И дело в том, что это были именно магические оружия, все они от кончика лезвия до рукояти были созданы из маны владельца. А вот Аста использовал именно физический клинок, который он пропитал антимагией. Теперь, когда мы разобрались, что главный герой не окутал катану Ями, а именно что поместил в нее силу дьявола Либе, перейдем ко второму примеру применения магии Личиты, а именно к тому скандальному бафу антимагии всего отряда черных быков. Многие тогда не восприняли такой ход Табаты, говоря про несовместимость маны и антимагии. Я же в свою очередь объяснил возможность этого приема тем, что Астер намного повысил свой контроль управления антимагией, попутно демонстрируя то, что сила дьявола Либе не всегда должна отменять магию. Это только лишь одно из вариантов ее применений. Но теперь, делая ролик по пятому мечу Астера и рассматривая этот прием антимагического бафа с точки зрения магии Личиты, всплывает новое, отличное подходящее объяснение. В случае катаны Ями демонстрация магии помещения была сделана Астой ненамеренно. Даже Рюда ошибочно подумал, что наделение оружия антимагией это одна из свойств этой силы. Но уже на континенте с помощью меча демона-обитателя для того, чтобы раздать всем черным быкам силу дьявола Либе, Аста применяет магию помещения его матери Личиты, демонстрируя один из принципов ее работы: помещение вещества или предмета, не имеющего маны, в другой объект, то есть антимагию, сила которая отличается от маны, в объект, которым стал отряд рыцарей-магов черных быков. И то, что каждый из быков обладает собственной маной, не говорит, что на них невозможно применение магии помещения, поскольку Личита не упоминала, что второй объект не обязан обладать маной, ибо перед своей смертью мать Асты помещает Либе в гримуар, и я бы не сказал, что гримуар это просто какая-то книжка. В любом случае это не просто колба, а магический инструмент чародея. Так что, учитывая тот факт, что антимагия Астерикса не всегда обязана отменять магию, применение на черных быках магии помещения отлично объясняет возможность антимагического бафа. А то есть с такими темпами не за горами и второй собственный гримуар Асты. Кстати, в прошлогоднем ролике про второй гримуар главного героя я упоминал, что ему может перейти магия его матери. И вот теперь Астер наконец-то продемонстрировал собственную силу. Но раз уж автор не говорит об этом открыто, значит нас в скором времени ждет долгожданное объяснение применения ГГ родословной магии. Теперь только остается один вопрос: подходит ли антимагия в качестве маны владельца для того, чтобы главный герой получил свой собственный гримуар? Поскольку если это не так, тогда магия помещения без гримуара может остаться на базовом уровне использования. Ну а если же антимагия в качестве маны подойдет к условию получения гримуара, тогда Астерикс может получить его. К тому же теперь он как раз находится в клевере, и нам остается только ждать следующего хода автора. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.